Как разморозить холодильник-морозилку? 10 минут и готово. Здравствуйте, друзья! Вы находитесь на канале ProTech, месте, где каждый совет экономит ваше время и силы. Сегодня покажу, как всего за 10 минут легко и безопасно разморозить даже сильно заледеневшую морозилку. Если у вас скопилось много льда и снега, не переживайте, решение есть. Даже современные холодильники с системой No Frost время от времени требуют разморозки, хотя бы раз в год, чтобы хорошо вымыть камеру. Но если морозилка, как у меня, покрывается льдом регулярно, такой вопрос лучше не откладывать. Когда и почему это важно, объясню чуть позже. А пока, шаг за шагом, быстро и понятно. Первое, отключаем холодильник от сети. Второе, решаем, что делать с продуктами из морозилки. Кто-то пишет, что можно положить их в холодильную камеру. Но скажу честно, у меня это не вариант. Туда ничего не влезет. А если и влезет, куда девать то, что уже в холодильнике? В общем, если у вас также, берите вместительный таз или контейнер и переложите продукты туда. Я предпочитаю размораживать морозилку в декабре и в мае. И сейчас расскажу почему. В декабре на улице мороз, можно вынести продукты на балкон. В мае дожди и прохлада, что тоже помогает сохранить заморозку. Чтобы продукты дольше оставались холодными, накройте их специальным теплоотражающим полотном. Оно недорогое, продается в строительных магазинах. Нет такого. Подойдет обычное одеяло. А когда температура на улице низкая, достаточно кухонных полотенец. Вот посмотрите, сколько наледи в моей морозилке. Но даже в таком состоянии ее можно быстро привести в порядок. Достаньте все ящики и тщательно вымойте их. Лучше всего в ванне. На кухне в раковине будет тесно и мокро повсюду. А если действовать предельно аккуратно, все равно уйдет куча времени. Важно, дайте ящикам согреться до комнатной температуры. Затем ополосните их прохладной водой. Нанесите моющее средство на мягкую сторону губки и аккуратно вымойте поверхность. Жесткая губка может оставить царапины, поэтому лучше не рисковать. Сполосните ящики под краном и вытрите их насухо. Теперь возвращаемся к морозилке. Пока мы все это делали, лед начал понемногу таять. Чтобы вода не капала на пол, я всегда ставлю внизу противень из духовки. В моей морозилке есть углубление, куда вставляется специальная лопатка. По ней вода должна стекать в емкость. Но у меня ее нет, поэтому использую обычную тряпку. Один конец кладу в углубление, второй опускаю в противень. А теперь самое интересное, как быстро разморозить морозилку. Есть 3 проверенных способа. Способ 1 – фен. Включаем его на максимум и равномерно прогреваем стенки. Важно не задерживать поток воздуха в одной точке, чтобы не перегреть пластик. Лед начнет таять прямо на глазах. Способ 2 – горячая вода. Ставим на каждую полку кастрюлю с водой 40-45 Celsius. Меняйте воду по мере остывания. Способ 3 – вентилятор. Идеален, если вы заняты другими делами. Открываем дверцу, ставим напротив вентилятор и включаем сильный режим. Пока он дует, спокойно моем ящике. В моей морозилке лед был толстым, но растаял за считанные минуты. Теперь давайте разберемся, как часто нужно размораживать морозилку. Каждый раз, когда вы открываете дверцу, внутрь попадает влажный воздух. Он оседает на стенках и превращается в лед. Наледь мешает выдвигать ящики и повышает энергопотребление. Морозилке приходится тратить больше ресурсов на поддержание нужной температуры. Если у вас жаркий климат, часто открывается дверца, или вы храните много продуктов, лед будет нарастать быстрее. Так что ориентируйтесь. Если наледь явно мешает, время размораживать. Когда лед размягчится, можно помочь себе вручную. Используйте пластиковую карту или лопатку. Но ни в коем случае не берите нож. Можно повредить покрытие. Когда вся наледь убрана, вытрите морозильник насухо и оставьте дверцу открытой на 5 минут. Так влага полностью испарится. Теперь включаем холодильник. Когда температура опустится до нужной, устанавливаем ящики обратно и загружаем продукты. Вот так просто и быстро можно привести морозилку в порядок. Если вам были полезны мои советы, поставьте лайк и подпишитесь на канал ProTech. До встречи в новых видео.